Всем привет! Рад приветствовать вас за просмотром видео о моих самоделках. И таки я всех обманул, говоря, что в этом году я, наверное, ничего больше плавающего делать не буду. И итогом этого обмана является самоделка на базе 4 корпусов от набора Гавань. В принципе, изначально катамараны на основе 42-105 можно было считать разминкой, так как изначально я планировал делать свои самоделки на базе как раз таки больших корпусов от System, но появился у меня катамаран, и начал я играться с ним, решил, что неплохо попробовать сначала в маленьком масштабе все это сделать, и на самом деле оказался прав. Строить этого желто-синего монстра я начал практически сразу после последнего заплыва катамарана 42-105, получается, строил его практически 2 месяца. Да, конечно, были какие-то небольшие перерывы, но в целом большую часть свободного времени посвящал этому проекту. Постройку начинал не с двигательной установки, а изначально я думал, что будет по 2 бувис мотора на каждый борт, но в итоге все-таки я пришел к тому, что у меня еще есть баги моторы, и почему бы их не объединить вместе с бувис моторами, тем самым доведя количество моторов на борт до 4 штук. С двигательной установкой, конечно, я повозился, но так или иначе проблем с ней не возникло. Да, были какие-то люфты, хрусты, но это в целом все вещи решаемые. Больше всего я натерпелся, конечно же, пытаясь построить большую прочную конструкцию, да к тому же в основе которой лежат систем детали. Ну и к тому же всю эту смесь систем и техник деталей предстояло сделать модульной, ибо размеры двух состыкованных друг с другом корпусов в длину получаются более метра, и такую махину хранить и переносить не очень-то удобно, особенно переносить. Учитывая, что самоделка сделана не для того, чтобы красоваться на полке, а чтобы рассекать водную гладь ближайших и не очень водоемов. В итоге пришлось докупить какое-то количество система, какое-то количество техник бриков. У меня, конечно, был набор, который мог претендовать на донора, особенно по части бриков рамок, но все-таки решил его не трогать и все необходимое, да еще и в нужных цветах докупить. Да и я думаю, даже с разбором этого набора мне бы все равно не хватило каких-то вещей типа плейтов больших. В итоге я остановился на схеме из 2 половинок, зад и перед. Можно, конечно, было сделать и более модульную систему, но в целом это слишком большое количество серых пинов, слишком большое количество манипуляций при каждой сборке и разборке. Я и так при такой схеме помучился. А если приходилось бы собирать модель из совсем маленьких фрагментов, наверное, я бы ее и не собрал. Имеется в виду при испытаниях в поле, в моем случае в воде. Сначала даже конструкция из половинок разваливалась, но в целом, приноровившись, опробовав разные способы крепления, а также подобрав удачные точки опоры и распределения веса каких-то тяжелых компонентов, удалось добиться того, что модель в принципе можно в сборе держать на весу. Желательно, конечно, недолго, потому что все-таки начинается какое-то провисание, но в целом 2 руками модель взять можно уверенно перенести. Конечно, при запуске на пруду в какой-то момент у меня все развалилось от того, что слишком долго держал модель на весу и не мог нагнуться близко к воде. Но там сказалось еще и то, что я вез все это дело в транспорте, и оно значительно растряслось, и как следует я не поражал и не укрепил разболтавшиеся места. Ну и могу сказать, что пуск на Новодевичьем пруду был не первым. Был также тестовый заплыв в пруду возле дома. Тут, наверное, вставлю несколько кадров с этого заплыва. И да, хоть та модель и имеет абсолютно такой же внешний дизайн, но внутри она отличается значительно. И прежде всего отличие в электрике, да вернее в том, как она управляется. Так как я уже говорил ранее, у меня в самоделке 8 моторов, а бувизов у меня всего 4. Притом 2 из них я заказал, думая, что буду питать 4 бувиз мотора. Ну, в общем, я имел 4 бувиза и 8 моторов. Собственно, хотелось выжать этого максимум, а, как известно, на полную катушку бувиз может потянуть только 1 баги-мотор. Можно было, конечно, ограничить мощность на каждый порт и запитать все моторы, но задача была не запитать все моторы, а выжать максимум от всей самоделки, тем более, что в такой махине предполагаемое ускорение нужно было сообщить большое, чтобы она хоть как-то двигалась. И, в принципе, решение было найдено. Я решил воспользоваться батарейными блоками от Lego, зарядив половину из них аккумуляторы, половину из них тоже аккумуляторы, но не обычные, а никель-цинковые, которые выдают напряжение повыше, что в принципе сопоставимо со свежими батарейками, только вот как у свежих батареек быстро напряжение на них не падает. И достаточно долго они выдают хороший уровень напряжения. Конечно, не бувиз, но гораздо лучше, чем батарейки. Итого у меня получилось 4 бувиза и 4 батарейных блока. Ну и собственно в чем было отличие той модельки, которую я запускал раньше. А отличие было в том, как собственно включаются батарейные блоки.
включение батарейных блоков было реализовано криво. 2 батарейных блока включались моторчиком, то есть это был вот такой вот моторчик в режиме серво, и он переключал 2 PF переключателя, подавая напряжение. Это было очень неудобно, и, собственно, это очень плохо и работало. А еще 2 батарейных блока включались актуаторами, и это было тоже крайне неудобно, но ничего умнее тогда я на скорую руку не придумал. Текущая же модель управляется только PF переключателями, то, собственно, намного лучше, и, в принципе, эти переключатели я даже смог двигать синхронно с тягой бувизов в большинстве случаев, что отрабатывало весьма неплохо. Ну и также при запуске Nano 9 я не включил курсовую камеру, но, в принципе, как выглядит картинка с нее, вы можете посмотреть вот во фрагментах с запуска пруда у дома, к тому же тогда и погодка была пободрее и время года потеплее. Ну, а теперь давайте переместимся с пруда в теплую квартиру и посмотрим на модельку поближе. И моделька у нас настолько большая, что дома не нашлось подходящего стола. Подходящей поверхностью для ее показа оказался подоконник. Пробежимся из носа через серединку к хвосту. Видим, что поверхность собрана в основном из желтых рамок. К сожалению, синих рамок у меня почти не было. Ресурсник синего я купил вот на днях. И очень много системы в этой модели я использовал, в принципе, и для усиления бриков, и для того, чтобы создать какие-то еще синие поверхности, потому как раздобыть синие плейты оказалось достаточно просто. Вот. Ну и, в принципе, частично я обошелся тайлами, они тоже были недорого и позволили разбавить желтизну синими контурами. Далее мы можем посмотреть на ламповый свет в кабине. К сожалению, здесь контрастность не совсем позволяет. Погасим свет, и в принципе видно, что свет приятный, желтенький, и он действительно ламповый. Это лампочки из старых систем наборов из 90-х. Это не диоды, что придает кабине некий шарм. Ну, конечно, шарма было больше, если бы у меня было время на детализацию кабины. Нет ни штурвала, ни руля, ни каких-либо приборов, что, конечно, грустненько. Так, и давай теперь подробнее рассмотрим другие моменты. Вот мы видим на носу судна крепление для камеры GoPro квадратненькой, чтобы можно было получать курсовой обзор. Дальше мы можем видеть нашего капитана в кабине, которому уже слишком много внимания уделили. И, собственно, можем видеть подсветку над кабиной, которая предназначена, чтобы освещать там путь во тьме. И, в принципе, она красивенькая, но и работает она независимо от подсветки в кабине. Дальше, что мы видим? Дальше мы видим чудесный механизм вращения камеры и саму камеру. В принципе, GoPro или любая похожая по формату камера сюда должна войти. Но механизм по-настоящему порнографический. В принципе, здесь мы видим и цепную передачу, и червяк, и несколько угловых передач. Главное, что все это работает. Давайте теперь заглянем внутрь передней части корпуса. Вот так вот сделано для удобства. Откидываем им все. И, в принципе, мы здесь видим мотор, управляющий переключателями, блоки питания, которые можно включить и которые промаркированы для того, чтобы быть подключенными куда им нужно. И видим еще какие-то непонятные провода. Это провода для питания FPV камеры и, собственно, сама система FPV. Вот эта камера смонтирована перед кабиной. В принципе, видео с нее я где-то, наверное, в обзоре уже вставил. И вот мы видим наши переключатели. Сейчас мы посмотрим, как они работают. Они спарены с ручкой газа на бувизах, и резиночка их возвращает в центр. Давайте попробуем пощелкать. Видно, как у нас слышно, наверное, как работают моторы, но вид не крутится. Позднее мы узнаем почему. Давайте мы откроем вторую половинку. Здесь мы видим, конечно же, свинью прежде всего. На случай, если нас возьмут пираты на абордаж и спросят, а где же наш груз, мы сможем им ее предъявить. Зачем прятать свинью в трюме, когда можно поместить ее на нос корабля? Знаете, на старых кораблях часто вырезали какие-нибудь фигурки на носу корабля. Где-то это русалки, а у нас будет свинья. Ну и во второй половинке мы видим точно такую же систему управления блоком питания. Точно так же мы их можем вырубить. И мотор будет делать свое дело, переключать вправо-влево, включая тем самым взад или вперед винт. И здесь мы видим, что винт у нас вращается. Вот. Конечно, в камере стробоскопический эффект, вот, но в целом винт вращает достаточно непрерывно. Конечно, колбасит его сильно, конструкцию я не усиливал, он держится только на систем сталях в основании корпуса. Понятно, что такой рычаг дает тряску, конечно, сильно. Ну и мощь ветра мы можем оценить по раскачивающейся в дальней части окна штуковинки для жалюзи. Ну, давайте потушим блоки питания и пойдем от передней части дальше. Например, здесь посмотрим на механизм, который я слегка описал ранее, как у нас вращается камера. Камера вращается на все 360 градусов. Правда, не очень хорошо я угадал с передаточными числами. Камера вращается несколько дергано. Это видно на картинках с этой камеры. Ну и теперь давайте перейдем в заднюю часть корпуса. Видно, что у нас здесь есть
легко съемный на 6 серых пинах кожух, и мы его снимем и посмотрим, что же под ним скрывается. Открываются 8 моторов, по 4 мотора в каждом борту, дифференциалы и все передачи. Вот, собственно, что-то видно, что-то нет. К сожалению, нельзя просветить рентгеном сквозь собранные детали, но в целом видно, что система с какими-то хитрыми передачами, которая собирается потом на один выходной дифференциал, и видим мы, что все работает, но вот выходной вал у нас не крутится. А почему же так? Давайте мы посмотрим на наш выходной вал. Наш выходной вал — это гибкая техник-ось, сделанная за счет тросика, редко достаточно деталь, и видим мы, что в нашей гибкой техник-оси пришел кирдык, вот, не выдержала она нагрузок, которые мы на нее подаем. Ну вот с этой стороны техник-оси кирдык не пришел, и в принципе, если мы включим, у нас все будет работать, да, будет сильно очень колбаситься, трястись, но в целом тяга будет. Здесь у нас все оборвано, да, все грустненько. Вот, ну можно посмотреть немножко на устройство винта. Очень долго пришлось мудрить 4-лопастной винт, чтобы ничего не разлеталось. Видно, что используется много каких-то не очень стандартных соединений, вот, чтобы все это держалось крепко, и чтобы соблюсти передаточные числа, которые я хотел использовать. Хотя на самом деле где-то эти передаточные числа подогнаны под конструкцию. Ну и давайте будем разбирать все это дело дальше. Здесь, в принципе, видно, как у нас снимается механизм камеры. Это отдельный модуль. Все достаточно просто закреплено на паре пинов синих, которые должны очень легко выходить из бувина, но что-то не очень легко не выходят. Вот еще раз вся эта порнографическая система, система, техника, цепей, червяков, как что такое могло в голову прийти мне, но вот как-то пришло. Дальше что мы видим? А дальше мы видим, что у нас есть 3 основных точки крепления бортов и средняя рама. И здесь я видим, наверное, ускорю, чтобы вам не смотреть, как я вытаскиваю все эти пины. Да, конечно, пины вытаскивать долго, но лучше перестраховаться и все-таки создать максимальное количество точек упора, чтобы какой-нибудь из этих пинов, не дай бог, не хрустнул. Да, я уже подумал, что можно было использовать оси и быстренько их вытаскивать, но вот так уж я собрал все на серых пинах, плюс к тому же внутри проходят провода, каждый раз задевать этими проводами оси, можно и провода поводить, и в целом не очень удобно. Ну и видимо, что конструктор у нас постепенно расходится, в принципе, просто центральная рама, и дальше у нас самый главный задачей становится отсоединение всех проводов, и в принципе в дальнейшем эти провода можно протащить через небольшой сравнительный канал, через который можно вытащить одновременно только одно крепление. Ну, если бы не какие-то дополнительные элементы на проводах, возможно было бы их вытаскивать проще, но добавил я какие-то систем-детальки, чтобы было понятнее, куда эти провода крепить, и каждый раз не путаться и не думать, куда же этот провод предназначен. Ну и после протаскивания всех проводов видим мы, что у нас обе половинки разделились. И, в принципе, наверное, все. Ну, разве что можно отметить, что задняя половинка имеет 2 встроенных бувиза, и она в теории может плавать самостоятельно от основного корпуса, что я, конечно же, не проверял. Вот. Но факт достаточно забавный. Если бы свой двигатель был и у первой половинки, наверное, можно было бы прикола ради придумать что-то модульное, то могло бы разбиться на пруду на 2 части. Но я не представляю, как бы это все управлялось. Конечно, какая-то дичь. Ну и давайте попробуем подвести все это дело к какому-то концу, потому как ролик получается, судя по всему, уже не маленький. Но, в принципе, и сама самоделка не маленькая. Думаю, она такого заслуживает. Ну, в принципе, о чем я еще не рассказал. Наверное, не рассказал о тех идеях, которые я в эту модель закладывал, но не реализовал. Еще была идея у меня сделать коробку передач, потому как мы видим, что не совсем угадал я с передаточным отношением. Такой мощью явно, таким количеством движков можно было бы добиться большей скорости. Ну и, собственно, если бы не батарейные блоки, добавляющие вес, может быть, скорость бы и была, но явно нужно было сделать часть уклона не в скорость вращения винта, а в мощь, передаваемую на винт. Вот, все-таки есть ощущение, что модель могла бы двигаться быстрее даже при текущем весе и при текущих характеристиках лопастей, двигателей и прочего. Еще одна идея была связана с дистанционным управлением. В принципе, я сейчас в поисках более дальнобойной и более уверенной альтернативы леговским и бувизовским поделкам, потому как те же бувизы иногда теряют связь в метрах в
5 от берега, что крайне неприемлемо, когда какой-то бувиз вдруг замывает, что он перегрузился, ему нужно перезапуститься или еще что-нибудь. Хочется, конечно, полноценно погонять по всей водной глади озера. В принципе, у меня была идея. Я думал, что можно закинуть на борт корабля, благо грузоподъемность позволяет Android-смартфон, к этому смартфону подцепить все бувизы, а Android-смартфоном управлять, соответственно, через интернет, какой-нибудь программкой типа TeamViewer, и, соответственно, этим всем рулить по сотовой сети через интернет. Но, к моему сожалению, уже в ночь перед запуском я выяснил, что все попробованные мной программы для удаленного доступа не умеют больше, чем в одно касание, то есть управлять двумя стиками синхронно было бы не очень удобно. Да, конечно, можно было как-то переделать управление, но и бувиз, софт бувиза не очень позволяет его адаптировать. Да и в принципе сама конструкция модели подразумевает, что у нас будет 2 борта, и на бортах нужно синхронно регулировать газ для каких-то маневров и поворотов. Также была идея реализовать коробку передач, чтобы можно было менять передаточные числа на каждом из моторов, вернее даже блоки моторов, и соответственно получать либо более мощный момент на винтах, либо делать вращение более быстрым. Возможно, это помогло бы разогнать нашу посудину до больших скоростей. Ну и в принципе было очень много идей по тому, как улучшить внешнее оформление. Хотелось, конечно, добавить больше диодов, хотя я, наверное, почти все свои запасы потратил. Можно было бы сделать много разных красивостей, можно было бы оформить кабину, можно было бы некоторые вещи сделать более аккуратно. В принципе, у меня и много дыр, и как-то, да, цветовую гамму я разнообразил, это не просто желтый кусок пластика, это что-то поинтереснее, но все равно видны и там какие-то огрехи. Надеюсь, что когда-нибудь у меня будет время сделать подобного масштаба самоделку и поработать над ее внешним видом. Я своей моделью скорее доволен, расстроен только тем, что не удалось погонять по всему озеру, что не удалось затеять с дистанционным управлением, что не удалось быстро погонять, но опять же без дистанционного управления быстро гонять не очень хочется, потому как можно легко модельку потерять. Не сказал ничего практически о FPV. Очень я был рад, что получилось у меня прицепить к ней FPV и что можно было в режиме реального времени смотреть с борта модели за тем, что с ней происходит. До этого я пользовался Wi-Fi камерами, они очень сильно лагали, они теряли связь. Да, по FPV картинка далеко не идеальна, но зато она поступает в реальном времени, и в принципе это круто. Я надеюсь, что когда-нибудь мне все-таки получится сделать модель, которая будет хорошо дистанционно управляться. Ну и, собственно, например, сейчас я жду блоки, которые будут на радиоуправлении, блоки с приемниками, такие как используются, например, в самолетах, дронах, то есть там дальность больше, чем прямая видимость. Это должно мне помочь сделать достаточно резвую модель, поплавать какими-нибудь извилистыми маршрутами. Там FPV уже будет необходимо, и это будет интересно и прикольно. Хочется, конечно, верить, что в этом году я это успею сделать, но все зависит от погоды. Ну и, конечно же, после модели на основе катамарана 42-105 меня в этой модели радует ее запас плавучести. Если просуммировать плавучесть 4 корпусов, мы получим цифру около 15 кг. И я, честно говоря, модель не взвешивал. Может быть, взвесить мне удастся частями. И здесь я размещу где-нибудь циферку того, сколько она весит в итоге. Но в любом случае был запас этой плавучести, что позволяло не переживать за то, что модель утонет. Да, я мог потерять управление, но в пруду все-таки есть легкое течение. Рано или поздно модель бы куда-нибудь прибила. К тому же там нет каких-то волн, поэтому вода внутрь корпуса попасть никак не могла. Ну, немножко воды, конечно, попало в момент, когда я ее вытаскивал, потому как делал я это одной рукой, тогда у меня помощников не оказалось. И, в принципе, пришлось модель на один бок наклонить, и там я воды зачерпнул. Но именно зачерпнул. Естественной качки в таких масштабах у нас не будет. Ну и, наверное, на этом все. Я по-прежнему продолжаю копить старые не очень наборы, чтобы их пособирать самому и показать их вам. Я насобирал деталек на некоторые совсем старые наборы, поэтому надеюсь вам их в ближайшее время показать. Надеюсь, что сборка готовых наборов, а не самоделок, меня будет занимать времени ощутимо меньше. И ощутимо меньше времени нужно будет тратить на их монтаж, поэтому хочется верить, что удастся своих подписчиков порадовать чем-то еще побыстрее. Хотя, наверное, я немного лукавлю, все-таки есть риск того, что я скачусь в переделку катера после его разбора. Буду думать, как мне применить блоки, которые должны появиться у меня в декабре. Ладно, посмотрим. Всем спасибо, всего вам хорошего, пока.